Здравствуйте, друзья! Это вторая часть полной истории стены из мультсериала от создателя Рика и Морти «Солнечные противоположности». Больше года назад мы уже говорили об этом сериале, сейчас продолжим. Закончили мы на том, что у Шерри, нашей главной героини, злая предводительница церкви украла ребенка, чтобы сделать из этого дитя символ своей религии, основанной на поклонении Джесси, девочки-инопланетянки. Прошло определенное количество времени с того момента, и отныне церковь заимела сильную власть над народом, мощную военную силу, но в то же время люди, придерживающиеся старых устоев, выжили. Однако тусуются они теперь в отделенной от церковной власти части стены. Начинается наша история с того, что фермер, поклоняющийся Джесси, замечает систематическое похолодание в стене. Температура с каждым днем становится все меньше и меньше, а это, очевидно, сильная угроза для жизни всех жителей. По подсчетам этого неравнодушного мужика, через 2 месяца вся стена замерзнет и наступит вечная зима. С такими известиями он, конечно же, сразу возжелал направиться к госпоже Систо, которая является главной всех верующих, ибо, как заявляет сама, она может разговаривать с богиней Джесси. Останавливает Гарда, а именно так зовут нашего фермера, грозный Монтес, являющийся правой рукой сестры Систо. Сейчас нам кажется, что этот рыцарь просто злой и упрямый, потому не согласился передать слова Гарда сестре, но вскоре мы поймем, что этот парень не так прост. Но да ладно, ведь несмотря на предупреждение о скорой смерти Гарда, если он вдруг решит проболтаться о надвигающемся похолодании в стене кому-либо, или тем более если он пойдет рассказывать об этом сестре, фермер, замаскировавшись под стражника, врывается в покой провидицы и героически сообщает о страшной угрозе, которую недавно обнаружил. Систа внимательно слушает Гарда, однако потом раскрывает все свои карты. Мы узнаем, что на самом деле именно сестра понижала температуру в стене все это время. Она знает, верующие в ее сказочную религию жители поверят во все, что угодно, потому, когда в стене станет действительно холодно, она объявит, мол, температуру понижает сама богиня Джесси в наказание безбожникам по другую сторону стены. Это будет крепким поводом для нападения на них и для того, чтобы расторгнуть соглашение о перемирии между двумя частями стены. Систа умна и коварна, но спасибо ей, что рассказала свою мотивацию нам и, кстати, только нам. Ведь Гарда в тот же миг убивает Монтес, а значит, кроме нас с вами свидетелей больше не осталось. А вот, кстати, собственно и подтверждение тому, что глава стражи не тот, за кого себя выдает. Ведь после того, как Монтес вешает голову фермера на стену грешников, также он оставляет в тайнике записку, предназначавшуюся для безбожников по ту сторону крепости, среди которых красуется наша Шерри. Друзья сразу забирают и читают послание, в котором Монтес, личность которого, кстати, им неизвестна, оповещает жителей стены в стене о том, что Систа понижает температуру. Однако совет не решается предпринимать никаких действий по поводу этой ситуации, ибо наши друзья имеют собственный обогреватель — Game Boy, в который 24/7 играют специально выделенные для этого люди. Так что проблем с отоплением у жителей этой части стены быть не должно. Однако Шерри недовольна положением дел. Она хочет поскорее напасть на поклонников Джесси, ведь они удерживают у себя ее дочь Пезли. Однако никто не хочет ей помогать, без веской на нарушение перемирия между безбожниками и верующими причины, а действовать в одиночку она, очевидно, не сумеет. Однажды Шерри случайно замечает, как одни из членов совета что-то промышляют на лестнице возле стены в стене. Явных угроз в этом пока не наблюдается, однако вскоре она также замечает, как Джимми передает какую-то странную записку через тайник тому самому человеку, который забирал и послание Монтесса. Шерри думает, что Джимми является шпионом. Об этом она тут же сообщает главе совета. Правда, тот совсем не воспринимает всерьез слова девушки, ведь полностью доверяет своему коллеге. Тогда она собирает команду, чтобы выследить и напасть на Джимми в тот момент, когда он якобы ворует запасы пищи. В итоге оказывается, что Шерри зря наговаривала на нашего друга. Он просто тащил еду своим друзьям для того, чтобы посмотреть кино на компьютере одного из пришельцев, заточивших людей в стене. И именно как раз с той лестницы, где заметили его в первый раз, открывается удачный вид на этот компьютер. Все осуждают Шерри за ее поспешные выводы о своем товарище. И, видимо, уже вряд ли когда послушают ее предложение
предупреждение о нападении на другую часть стены, только если не случится что-то экстраординарное. Например, если сломается источник тепла наших друзей по вине врагов. Тогда всем точно придется признать, что бентавианцы опасны, и совет будет предпринимать действия. Также подумала и Шерри, потому саботировала поломку геймбоя, а после, уже по разрешению главы, прошла вместе с еще двумя товарищами через стену в стене, чтобы спасти своего ребенка и по возможности убить сестру Систа. Попав по ту сторону, наши герои несколько месяцев бесцельно бродят по месту жительства бентавианцев, в надежде, что их шпион здесь подаст знак или оставит записку. Наконец это случилось, но именно в этот момент скрывающихся заметила охрана Бантика. Героям пришлось убегать, в процессе чего послание немного рвется. Остаются неразборчивыми некоторые слова, но в целом основная информация доходит до наших героев, и у них зарождается план. Но пока поговорим о Монтессе. Сейчас мы видим причину того, почему он стал шпионом и помогает безбожникам. Сестра Систа, и видимо уже не в первый раз, просто так приказала пытать невиновного ни в чем человека, а на вопросы о причине этого действа она ответила, мол, порка никому не повредит. В общем, Монтес устал терпеть и смотреть, как его народ беспричинно погибает под властью жестокой женщины, потому решил взять все в свои руки, оставаясь при этом правой рукой сестры Систа. Он знает о каждом передвижении своей покровительницы, а значит может сыграть немаловажную роль в победе наших героев. Например, сейчас он передал им ценную информацию о том, что завтра Систа будет выступать в игрушечной голове Донателло, которая имеет хрупковатый механизм. Его-то и нужно будет нарушить, чтобы убить сестру. В записке не уточнялось, будет ли девочка Пезли в этот момент на церемонии. Это, очевидно, очень важный вопрос для Шерри. Своего ребенка она убивать не собирается. Но друзья предполагают, что их шпион не стал бы предлагать им совершать диверсию именно в тот момент, когда это может навредить ребенку. Потому решают все же выдвинуться на миссию на следующий день. Однако пока поговорим о другом. Например, о сестре Блиста, то есть Нове, жене покойного Халка, который в прошлом пожертвовал собой в битве ради спасения стены, еще до власти церкви. После смерти мужа Нова приняла религию Бантика, ибо сестра Систа пообещала ей, что богиня Джесси сможет вознаградить вдову возвращением Халка с того света в случае ее верной службы. Все мы понимаем, что человек в отчаянии готов поверить во все, что угодно, лишь бы это хоть как-то помогло справиться с сильнейшими эмоциями. Так и Нова настолько сильно уверовала в Джесси, что в какой-то момент потеряла последние частички своей адекватности. Сейчас мы это и увидим, когда Шерри с друзьями столкнется с сестрой Блиста во время исполнения плана по убийству Систо. Наши герои добрались до того самого болта, открутив который механизм захлопнется, нарушив церковную церемонию. Однако Нова заметила нарушителей и даже услышав всю правду о церкви, о Джесси и сестре Систо от Шерри, она не смогла принять тот факт, что все ее надежды пустая ложь. Потому сестра Блиста не верит своей давней знакомой, зовет охрану, а именно нашего доброго друга Монтесса, который тут же бежит устранять безбожников. Встретили его захватчики, конечно, не очень радостно, однако поняв, что перед ними стоит тот самый скрывающийся под носом у врага союзник, свой пыл они поумерили. Оказывается, что Монтесс писал в записке, чтобы наши друзья даже не думали соваться в голову Донателло, ведь сестра Систа придет сюда вместе с ребенком. Жаль, что эта информация осталась на порванной части послания, и никто об этом не знал. Или все же кто-то просто решил не говорить. Товарищи Шерри понимали, что она не захочет нападать на Систа, когда та будет находиться в голове Донателло вместе с Пезли. Потому они не стали выдавать ей полную информацию из записки Монтесса. В то же время их можно понять. Они узнали о том, что сломала геймбой, отопляющий стену, сама Шерри, и из-за нее они уже несколько месяцев торчат в тылу врага. В итоге начинается потасовка. Предатели, если их можно так назвать, хотят выкрутить болт, чтобы завершить главную часть плана и убить Систа, а Монтесс вместе с Шерри пытаются им помешать. В этот момент так удачно с церемонии уносят ребенка, ибо Нова оповещает сестру о надвигающейся угрозе. В итоге Монтессу приходится свалить из передряги, чтобы в суматохе забрать Пезли у стражи, а Шерри убивает своих друзей в битве 2 на 1, но механизм все равно рушится. Однако доблестный стражник спасает девочку Пезли, отдает ее Шерри, наши герои убивают
убегают от преследователей и решают, что им делать дальше. Девушка думает, что ей лучше вновь покинуть стену и стараться выжить за ее пределами, как она делала в прошлой части истории, и в тот раз у нее это получилось довольно неплохо. А Монтес тем временем отправляется к теперь уже полноправным союзникам, чтобы предупредить о скором нападении со стороны бентавианцев на их земли. И тогда всеми безбожниками предпринимается решение сбежать из стены и жить на улице, на заднем дворе. Однако, не зная этого, сестра Систа готовит войско и идет через стену в стене, чтобы напасть на город неверующих, не жалея даже собственных солдат, буквально шагая по их трупам. Правда, приходят они в опустевший город, где нет ни души, ибо все уже выбрались за стену. Бедолаги попадают в ловушку в комнате заседаний членов совета, где, казалось, они отныне проведут остаток своих дней, пока не замерзнут. Но однажды, пока все спали, сестре Систа удается сбежать из заточения через появившуюся щель. Это замечает сестра Блиста, которая, даже увидев всю жестокость своей покровительницы, продолжает в нее верить. Систа направляется к выходу из стены, забирается по тоннелю и успешно выбирается наружу. Девушка следует за ней, и не из злого умысла, а просто чтобы вернуть священные писания, которые Систа обронила, а если быть точнее, буквально выбросила от ненадобности, сразу как заметила выход. Происходит интересный диалог между невидящей правды в упор девушки и жестокой правительницы, которая все это время пользовалась верой людей в хорошее. Правда, заканчивается этот диалог тем, что сестру Систа случайно давит Джесси, которая, напоминаю, для половины жителей стены сейчас является настоящей богиней. По сути, верующую сестру Блиста спас от смерти Бог, наказав грешницу, а после даже спас всех от вечной зимы, просто нажав кнопку на устройстве смены температуры в этом огромном террариуме. Неплохо, сценаристы, неплохо. Отныне именно Нова, то есть сестра Блиста, как я понимаю, станет новым правителем, или как минимум одним из главенствующих лиц в стене, обещая, что теперь все будет хорошо и не так, как прежде. В целом, то же самое говорил каждый предыдущий правитель стены. Это и хотят показать нам авторы мультсериала, что не существует идеального режима власти. Всегда найдутся недовольные, у каждого есть свои грешки, и человек не может просто так править другими людьми, не преследуя собственных целей и выгод. Правда, данная мысль пока не закончена, ибо продолжение истории нас ждет в будущих сезонах. Подписывайтесь на Телеграм, где я пишу посты на разные темы, зачастую даже отвлеченные от тех, о которых мы говорим на Ютубе. Слушайте мои песни под никнеймом Недорос, подписывайтесь на Бусти. Ну и, конечно, не забывайте, я читаю почти каждый комментарий, только если написавший подписан на канал, очевидно.